И снова здравствуйте! В прошлый раз мы коротко рассказали, что такое системное мышление. Напомним, это поведение нашего интеллекта, при котором мы начинаем видеть мир, состоящим из взаимодействующих и вложенных друг в друга физических систем. Проще говоря, благодаря системному мышлению мы научаемся понимать, как работает буквально все вокруг, за счет знания, из каких элементов оно состоит. Но возникает вопрос. Зачем нужно настраивать собственный интеллект на системное мышление? Как оно может помочь профессиональной и бытовой деятельности? Ну что ж, пришло время разобраться. Вы на канале ШСМ, а значит следующие несколько минут пройдут с пользой. Ответить на поставленный вопрос нам поможет история. В Великобритании на рубеже 18-19 веков, то есть во время активной индустриализации, когда на заводах и фабриках стали появляться современные машины, зародилось движение противников технологий. Их называли луддитами, по имени человека, который, согласно легенде, первым начал борьбу с технологиями и собственными руками уничтожил несколько ткацких станков. Сделал он это, потому что новые механические устройства грозили рабочим потерей мест, а значит и снижением доходов. Акты вандализма продолжались некоторое время, что даже повлекло за собой человеческие жертвы, но развитию технологий все это в конечном итоге не помешало. А важно здесь вот что. Страх оказаться невостребованным толкнул человека на борьбу с естественным развитием. Теперь перенесемся в 21 век. Вполне очевидно, что жизнь достаточно сложная штука, а мир вокруг постоянно меняется, причем порой крайне непредсказуемо. Но самое главное, люди вновь боятся технологий. В 2023-м аббревиатура AI, то есть искусственный интеллект, стала словом года по версии словаря Коллинз. Сложилось впечатление, что еще никогда мы не были так близки к созданию разумной машины. Нейросети научились качественно писать тексты, рисовать картины, создавать музыку и видео, переводить речь, имитировать человеческое поведение и даже лгать. В результате многие задумались, а не приведет ли это к тому, что люди лишатся своих рабочих мест. В конце концов, кому нужен художник-иллюстратор, если его работу намного быстрее и дешевле может выполнить компьютер? Как итог, люди снова стали бояться, а вызвал этот страх непонимание, что в сложившейся ситуации делать. Ровно так же, как и в 19 веке. Разумеется, можно взять топор и отправиться крушить сервера, но вряд ли это помешает глобальному развитию. А потому жизненно важным становится умение встраиваться в новую среду. Именно этому и учит системное мышление. Оно помогает понять, какие есть агенты и предметы в окружающем пространстве, а также кому и для чего они нужны. Соответственно, понять свое место в мире или в проекте. Определить то, что можно поменять в мире или в себе к лучшему, это позволяет эффективнее справляться с неопределенностями, которые все чаще возникают в нашей жизни. При этом использоваться системное мышление может для решения самых разных проблем и задач. Хотите получить интересующую вас профессию или научиться быстро разбираться в рабочих проектах, чтобы привлечь внимание руководства? Желаете выучить иностранный язык или научиться программированию? А может быть, вам нужно провести организационные изменения в компании или решить проблему совмещения работы и личной жизни? Системное мышление универсально и призвано помочь быстрее справиться с любыми трудностями. Более того, оно дает возможность действовать в условиях неопределенности. Это универсальное мировоззрение, которое позволяет видеть не сплошной мир, а выделять в нем заинтересованных лиц и системы, работать с каждой, не упуская связей. За счет взгляда на систему одновременно на нескольких уровнях становится легче определить, в чем причина той или иной проблемы, а затем перевести эту проблему в задачу и понять, что необходимо делать для ее решения. Осталась лишь самая малость – научиться так мыслить. Как это сделать, расскажем в следующем видео. А чтобы его не пропустить, рекомендуем подписаться на наш канал.